Всем привет! Сегодня мы посмотрим Dolly Style, магазин, Real Fashion магазин for Doll. Я уже какой раз произношу эту фразу, уже какой раз читаю об этом журнале, и я все время зацикливаюсь на этой фразе. А почему журнал у нас идет для кукол? Мне вот это, знаете, меня прям отсылает к детству. Давайте вспомним старый журнал «Играем с Барби». Я тогда еще ходила в школу, мне их мама покупала, вот эти вот журналы про Барби. Там были разделы «Играем с Барби», где можно было вырезать какие-то миниатюрки. Там миниатюрные журналы себе там себе для Барби. Какие-то такие там сумочки можно было бумажные вырезать из этого журнала, мастить. Какие-то такие вот всякие игрушки можно было там, гадалки какие-то делать. То есть вот это мне прям напоминает приписка «Фодол». Это вот именно что «Фодол», как вот эти мини-журналы для Барби, которые можно было самому. То есть и сам почитал журнал для Барби, и для Барби вырезал мини-версию этого журнала еще. Что у нас здесь? У нас на обложке Fashion Royalty 6 аутфитов выкроек. Тема принцесс. Who is this Princess? 2008 год. Осень-зима. Это на данный момент последний журнал у меня, который есть из этой серии журналов. И, насколько я делаю вывод, они выходили раз в полгода, потому что мы смотрим осень-зима. Также у меня есть журнал 2007 года. Осень-зима, весна-лето. То есть раз в полгода журнал. И, кстати, больше я их, в принципе, и не видела, другие выпуски. То есть 2009 года журнал я уже не нашла. И не знаю, выпускался ли он реально. Ну, то есть достаточно небольшой тираж и продолжительность жизни данных журналов. Журнал японский, напоминаю. Давайте посмотрим, начинаем. Кстати, этот журнал у меня идет без внешней обложки. Может быть, он так мне и достался, но не могу точно сказать, потому что журнал очень старый. И какой у него был первоначальный вид, уже достаточно сложно узнать. Так, открываем. Тут у нас Dolly Style, замок принцесс. Здесь у нас куклы, которые будут рассмотрены в номере. О, тогда уже QR-коды существовали. Почему-то я так воспринимаю 2008 год настолько древним, когда я сама ходила в школу, и тогда, мне кажется, что даже QR-коды еще не существовали. Но там, где я жила в России, у нас, в принципе, только зарождался интернет, поэтому для меня примерно так же все воспринимается. А, скорее всего, Япония, страна прогрессивная, там уже и QR-коды, и все было. Но могу ошибаться, не знаю. Так, давайте смотрим. Здесь у нас Fashion Royalty, метаморфозы. Опять оглавление журнала, по всем темам проходимся. Так, БЖДшка. Так. Our Eyes Connected. Fashion Royalty. Мода Fashion Royalty. Это как раз был пик популярности Fashion Royalty. И в моде Fashion Royalty очень узнается мода 2000-х. Вот эти вот все гламурные наряды, Каннские фестивали, красные дорожки, MTV, вот это вот все прям вайб того времени. И Fashion Royalty у него отлично вписывается. Так, опять у нас здесь фото мужчины Fashion Royalty модного. Это у нас Сакурана. И подписано «Принцесса под вопросом». Ну, такая это больше деревенская девушка, мне кажется. Хотя, может быть, и принцесса, опять же, на вкус цвет, как говорится. Опять Сакурана. Тут она уже у нас более современная. Таких выпусков Сакурана, насколько я знаю, не было. Это именно для журнала у нас луки. Ну да, Бохочек, принц тот. Я думаю, что что-то она мне принцессу как-то не особо напоминает. Так, здесь у нас Шарлотт. Кстати, красивый платье. Прям вот Барби стиль напоминает. По-моему, есть выпуск 12 принцесс в мире, там принцесса Англии, по-моему, подобное платье имеет по крою. Тоже старый достаточно выпуск, 90 или начало 2000-х. Опять же, шутка про возраст. Силкстоун, Холли Мэрил. Ну, Силкстоун хоть и выглядит как ретро-Барби, но выпуски они достаточно дорогие, достаточно современные, специфичные, очень качественные, насколько я знаю по аутфитам. Так, здесь у нас была какая-то футуристичная тема принцессы, но я бы сказала, здесь больше на фею похоже, чем на принцессу. Wonder Frog. Никогда их не покупала. В принципе, вообще этих кукол не покупаю. Но кому-то нравится, кто коллекционирует. Расскажите, есть ли у вас, в чем их прикол. Мне просто интересно. Также Адека Ники. Я помню, там какие-то енотики или мишки.
Так, у нас тут Мисаки, Spice Candy, принцесса. Ну, Мисаки всегда, в принципе, в таком стиле. Вот эти у нее обувка очень красивая, японская. Сразу прям вот эта стилистика японская узнается. Так, Готик Лолита. Кто у нас здесь? Да, все так же Мисаки. Вот они, два личика Мисаки. Хмурая и боль такое-то игривое. Так, Мисаки, Озонки. Вот, Озонки 1/6. Кстати, таких выпусков я не припомню. За Озонками я следила, да, поэтому что-то могу про них сказать. А вот про Мисаки я не особо тогда увлекалась фэшн-роялти. И фэшн-кукла у меня больше в азиатской стилистике. Любила кукол. Так, Casual Line. И здесь у нас Озонки. Вот этих я, кстати, Озонок в выпуске помню. А вот это 27 сантиметров. Кстати, вот никогда их не видела в продаже. То ли они как-то не популярны, то ли какой-то малый прям выпуск был. Но вот это, кстати, мне нравится. Интересно такой поселить на каком-то теле. Обицу, что ли, тело. Вот, кстати, вот то, что я не знаю про озонок. Вижу только в этом журнале, потому что я всегда считала, что озонки это вот эти вот стандарты куклы, и больше ничего не выпускать. Ну да, есть озонки 1/12, есть озонки 1/3, но что вот такие были 27, я как-то об этом не знала. Потому что за фильмом слежу давно, покупаю давно, коллекционирую давно. Так, Ями Ленд, Рика. Так, 2008 Collection Home, Natural and Relax. Ой, кстати, вот этот вот стиль очень напоминает мне одежду. Напоминает одежду Клео Алан. Опять же, можно вспомнить из старых коллекционеров, кто знает, кто покупал вот эту вот одежду Клео Алан. Достаточно дорогой она мне тогда казалась. Я, кстати, больше про нее что-то ничего вспомнить не могу. Потому что, опять же, я жила очень далеко в России, не в самых крупных городах. Одежду я эту пару раз заказывала через посредника. Это все было за доллары. На тот момент мне это казалось достаточно дорого. Одежда Клео Алан, вот она как раз такой вот простой стилистики была. Я не знаю, кстати, кто ее выпускал. Я просто помню этот сайт Клео Алан и все. Да, и там были Мисака, Мамоки и Поппи Паркер, по-моему. Вот прям реально их стиль. Вот эти вот прям бриджики, вот все вот в их стиле. Кто-нибудь помнит, правда, Клео Алан? Они еще существуют, интересно пробить, посмотреть. Так, кто у нас здесь? Здесь у нас Барби, здесь у нас Динамит, насколько я не ошибаюсь, тоже Fashion Royalty, Динамит, Girls. Прям очень небольшой их выпуск, по-моему, несколько всего коллекций. Так, что у нас тут дальше продолжается? Про дни отдыха. Бетси, Love Бетси раздел. Wonder Frog. О, они еще и цветные. Не, я знаю, что они цветные, но я просто как-то не обращала внимания. Мне все время Wonder Family, это еще и семья. О, офигеть. На тот же самый сайт Мамок я все время захожу, просматриваю коллекцию Мамок, парней, Рурока. Но на животных я как-то мало внимания обращала. И я даже не знала, что в Wonder Family они еще и семья тут разноцветная. Мне как-то казалось, что это такие куклы больше а-ля брелок для коллекции. Просто прикольно. Интересно, кстати, у них углубиться. Интересно будет про них почитать. Шоп-дату. Тут больше информации. Так, take a look. Здесь у нас про шитье кукольной одежды. Ой, создается аутфит Мисаки. Опять же, в стиле Клео Алан. Ну, у меня теперь, походу, все будет Клео Алан. Весь выпуск у меня будет упоминание Клео Алан. Но мне прям Мисаки в такой casual одежде, это Клео Алан все. И как-то по-другому я ни Мисаки уже не представляю, ни Мисаки, ни Мамоко. И вся простая одежда вот такая вот. Еще из натуральных обязательно тканей. Мне кажется, это все Клео Алан. Так, что у нас тут? Блайс предлагается, как шить такую юбку. Замучаюсь же. Она еще 1/6 Блайс. Юбку из кусочка собрать. Это же кошмар. Так, здесь у нас Шелли, Келли. Я не ругаюсь. Это Суки-спуки Динамитка. Выпуск я помню, этот хэллоуинский. Ага, здесь у нас, да, вот как раз начинается Integrity Toys, 2008 год. Выпуск осень-зима коллекции. Вот это я, насколько помню, Женя 24 тысячи
и йен. И это единственная кукла, которую я здесь узнала. А могу я ошибаться, что это Женя, потому что я особо в Fashion Royalty не увлекался. О, кстати, а вот подписано Dynamite Girls. Вот здесь Dynamite, здесь В Club у нас Fashion Royalty. Да, вот отсюда у нас Fashion Royalty начинается. Честно сказать, вот эти выпуски я вообще не видела. Вот такого мужчину, да, я еще видела. Вот этот выпуск я видела, все остальное мне не знакомо. Ну, я тогда и не следила. Кстати, достаточно дорогие и достаточно дешевые. То есть, смотрите, динамитка у нас 7350 стоимость, а Fashion Royalty 35 тысяч есть стоимость. Ну, мне кажется, это достаточно дорого. То есть, те же самые озонки, насколько я помню, по тому времени, где-то так вот 8-11 тысяч йен можно было купить. Ну, 35, мне кажется, это уже, конечно, такая вау цена. Но, опять же, не скажу, не помню, какой тогда курс был. Гена. Так, это у нас кто? Fashion Royalty, по-моему, или нет? Не вижу, не знакомо. Лицо знакомо, но я прям не помню, как название этой куклы. Так, Convention Doll у нас тут опять. Fashion Royalty. Опять мне никто из них не знаком. Почему-то как-то 2008 у меня вообще не открылся. О, Юрий Куми, вот, это не Мисаки, это Integrity Toys. Да, вот у нас подписано Red Riding Hood Юрий и Wild Wolf Куми. Я помню, что еще есть Белоснежка. И не помню, кто там еще. Да, получается, их тогда две пары. Волк и Красная Шапочка, Белоснежка. И вот надо вот посмотреть, кто еще там с Белоснежкой. Так, здесь мы... Бетси, или это не Бетси, не помню. Достаточно тоже старый выпуск игровой куклы. Уход за куклой, мытье, прическа. Здесь у нас Блайс. Без Блайс мы никуда. Нам предлагают создать коробочку для Блайс. Кто помнит, опять же, из детства мы создавали такие коробочки. В основном это были большие коробочки из-под конфет, которые... Когда конфеты съедались, мы брали вот эти вот коробочки, туда мы помещали куклу Барби или какую-то аналогичную. С одной стороны куклу Барби, с другой стороны мы там клали наряды, украшения, вот это все. Коробку закрывали, коробку как-то украшали. У нас была такая, это хендмейд, переноска начала 2000-х. Здесь нам предлагают тоже такой же сделать вариант и украсить тканью. Вот ткани мы никогда не догадывались украшать, мы как-то там наклейками обклеивали все время. Ткани мы никогда так не украшали. Ну, интересно, интересно. Сейчас, конечно, так, по-моему, уже никто не делает. Сейчас проще пойти в Икею, проще пойти в Леруа Мерлен или любой другой интерьерный магазин, и там уже купить готовые коробки, либо просто заказать переноски, продать. Интересно, кто-нибудь еще делает эти коробки? Напишите, пожалуйста. Так, здесь мы доделаем коробку. О, мы тут прям даже внутри мы делаем и ленточки внутри, чтобы куклу держать. Так. Здесь у нас выпуск про принцессу Сиси страница. Я так понимаю, это кукла принцессы Сиси. А, она выпускалась. Сиси Барби. А, вот подписано Сиси Барби. Вообще не знала. Не, я знала, что Сиси что-то там выпускалось. По ней очень много продукции. Опять же, не моя трава. Выпускалось с ней там множество журналов. Куча мерча. Ну, чтобы прям Барби Сиси еще и официально. Кстати, красивая Барби. Мне сама стилистика Сиси не очень нравится, а вот Барби, она здесь красивая, приятная, прям такая мордашка у нее. Интересно, надо поискать тоже, посмотреть. Так, что у нас здесь? Здесь у нас опять Fashion Royalty пошли. О, все вот этот гламурный стиль. Аюми, Куми. Здесь какой-то у них диалог происходит на японском, не переведу. Так, пролистала много. Так, опять у нас тут диалог. Что-то у нас тут про фэшн. Вот эти выпуски, по-моему. Часть выпусков мне знакома, часть выпусков мне не знакома. Здесь у нас уже пошел опять раздел про выкройки. Ниппон Мисаки. Кстати, красивый силуэт у Мисаки. Достаточно гармоничный. Юбка. Топ. Как шить, нам поэтапно рассказывают, как делать подкладку, как шить топ, все подробно. Хоть и на японском, но думаю, по шагу нам все понятно. А, так это платье. Платье у нас вот, мы шьем юбку, и вот мы здесь этот топ пришиваем. У нас получается такого вида платья. Выглядит, кстати, как отдельное. Так, что мы тут дальше листаем?
Тут у нас еще выкройка. А, вот она у нас выкройка. Здесь у нас уже другие выкройки, похожи на вот этот лиолановский стиль. Нет, это Сакурана у нас. Вот это мы смотрели, как у нас здесь идут выкройки. А выкройки у нас уже идут вот такими длинными листами. Очень неудобно, если что. Я, честно сказать, не знаю, как такие выкройки сканировать. Это не все влезет. Журнал надо гнуть. Будет все это съезжать со сканера. Но, во всяком случае, они хотя бы полномасштабные. Это удобно. Это все у нас Сакурана также идет. Ага, вот у нас вот это вот платье красивое. Кто у нас? Шарлотта. Ой, ну классное, кстати, платье. Надо посмотреть параметры, кому еще такое платье подойдет. Мне прям понравилось. Так, сейчас гнем. Да, у нас тут все платье принцессы из выпуска, которые были показаны. Ну, выкройки очень неудобно, очень неудобно. Вот это все разворачивать, шуршать, постоянно загибать. Это, опять же, бумага будет прогибаться, портиться. Удобнее, когда это все отдельным листом. И бумага здесь, кстати, тоньше, чем сами страницы журнала. Журнал 2008 года, опять же, с аукциона. Состояние хорошее, но я не знаю, насколько... Мне кажется, что он был чисто куплен из коллекционных целей, и его навряд ли даже читали. Потому что я вот этих всех загибов журнала не вижу. Если бы его бы реально читали, но мне кажется, выкройки были бы в худшем варианте сохранены. Так, вот у нас здесь конец, способы связи. Какие номера? Вот, 2008 еще у нас предлагается. Так, что у нас с первых? Так, 2007. Можно 2006, я так понимаю, еще найти. Вот 2006 я не находила, кстати, второй номер. Вообще не видела вот эти номера, первый, второй. И вот это 2008 я тоже не видела в продаже. А почему вот так у нас лето, весна, здесь у нас осень, зима 2008. А как так может быть? Мы знаем обложку уже следующего номера, когда неизвестно даже, поступил ли он в итоге в продажу. Ну вот здесь написана история, и здесь нам QR-код также предлагается. Вот, мы с вами посмотрели. Ой, вот этот я выпуск помню тоже, ведьмочку прикольную Мисаки. Ну что, мы посмотрели с вами все журналы, которые у меня есть в наличии из Dolly Style. Если у вас такие журналы, что-то вы о них слышали, пожалуйста, напишите. Мне очень тоже интересно о них поговорить, мне интересно о них что-то узнать больше, то, что я сама не смогла найти. Поделитесь этой информацией, если она у вас есть, или пишите, понравился вам такой журнал, хотели бы вы их сейчас читать, или вам уже достаточно то, что есть в интернете, и, в принципе, хватает PDF-версии, и, в принципе, формат журнала уже кажется устаревшим и неинтересным, то есть зачем нам достаточно открыть сайт, где все динамично и красиво, чем вот эти вот все верстки смотреть. Опять же, пишите, интересно, неинтересно, выросли вы на журналах, любите, не любите, ставите лайки, комментарии. Пока-пока.